Как вы знаете, на этом канале иногда выходят видео со статистическими данными на основе этнического состава. Так вот, я заметил, что существует довольно много людей, считающих, что такая нация, как азербайджанец, появилась с подачи Сталина, а до Советского Союза никаких азербайджанцев как таковых не существовало. Об этом мне любят упоминать всякого вида специалисты и этнологи под каждым видео, что в той или иной степени касается Азербайджана. Вы думаете, что с человеком, который вот до такой степени точно исследует тему, можно спорить? Вы думаете, что я вас не переиграю? Что я вас не уничтожу? Я вас уничтожу. Концепция следующая. Якобы на юге Восточного Кавказа жили себе множество наций и племен, а коммунистам внезапно захотелось всех их записать как нечто единое, потому и была искусственно создана абсолютно новая нация. Конечно, стоит согласиться, что этногенез азербайджанцев очень сложный и отличается от многих кавказских этносов, но действительно ли они появились с подачи Сталина? Сегодня мы с вами это и выясним. Если вам по душе моя деятельность, не забывайте о лайках, комментах и подписке на канал. Все это поможет большему количеству людей увидеть это видео. А мы начинаем. Что такое Азербайджан? Я вам на русский язык перевожу. Азер, Хазер Денизи, Каспийское море. Баджа – край, то есть люди, проживающие на берегу Каспийского моря. По-русски – каспийцы. Что, национальность, что ли? Каспийцы, люди, живущие там. Итак, откуда вообще появилось это мнение и почему по сей день существует такое количество людей, убежденных, что азербайджанцы это дикие кочевники с Алтая, и если бы не коммунисты, то у них не было бы ни своей земли, ни даже своей национальности? Думаю, стоит в двух словах объяснить, что именно стало фундаментом для подобных обвинений. В начале 19 века Южный Кавказ оказывается в составе российского государства. Для ученых-этнологов той эпохи большинство племен, обитавших на недавно захваченных землях, являются абсолютно неисследованными. Так, большую часть этносов, что общались на языках так называемой алтайской языковой семьи, начинают именовать татарами, вне зависимости от их генетического состава или местоположения. Данная классификация не имеет ни малейшей логики, так как между национальностями с, казалось бы, одинаковым названием, помимо схожести языков не было ничего общего. К тому же между ними были тысячи километров, а вот их соседей, схожих с ними как ментально, лингвистически, так и во многом генетически, почему-то татарами не называли. Нам остается лишь гадать, на чем основывались этнологи 19 века, когда давали свои названия захваченным этносам, но факт остается фактом. Тех, кого вы сегодня знаете как азербайджанцев, еще 150 лет назад называли закавказские татары. По сути, это один из основных доводов в пользу того, что азербайджанцев не было. Насколько это звучит убедительно? Ну, для того, кто хочет выдавать желаемое за действительное, обычно таких фактов вполне достаточно. В таком случае нам нужно многие национальности считать недавно созданными, потому что в том же 19 веке лезгин тоже не называли лезгинами, но ведь ни у кого нет сомнений, что это они. Слово лезгин тогда обозначало всех дагестанцев, а лезгинский было синонимом слова дагестанский. Все мы понимаем, что это ошибочная классификация 19 века. И основывать на ней свои домыслы как минимум глупо. Аварцев иногда называли тавлинцами, казахов до советской эпохи называли киргиз-кайсаками, иногда только киргизами. Получается, что казахов не существовало? Узбеков называли сарты, а этноним узбек окончательно был установлен только в 20 веке. Все это названия, данные российскими этнологами 19 века, и они не могут быть фундаментом для возведения домыслов о существовании какой-то нации. Список отличающихся этнонимов довольно длинный, и если вы думаете, что подобная участь выпала исключительно на кавказские или азиатские этносы, то как вам тот факт, что даже этноним русский не относился к нынешним русским, а ко всем восточным славянам?
Да, эта концепция имеет больше политический смысл, она была создана для объединения всех славян в единую нацию, но это не меняет сути. Если следовать логике о том, что коль не было этнонима, то не было и национальности, получается, что ни русских, ни украинцев не было. Были великороссы и малороссы. А вот белорусы были. Думаю, с этим понятно. То, что азербайджанцев в 19 веке называли как-то иначе, не может быть доказательством, что этой нации не было. Подождите. А кто вам вообще сказал, что их не называли сегодняшним названием? Политическое состояние Грузии. Обитающих в царствах Кахетии и Карталинии, городах кавказских и в состоящих под зависимостью у грузинского царя адребежанских городах Ереване и Ганже с их землями грузин, армян, греков, магометян, разных горских народов и курдов считалось в 783 году при вступлении Грузии в высочайшее всероссийского престола покровительство 42 тысячи дворов. Со стороны Персии из всех адребежанских ханов Ибрагим хан Шушинский имел с царем неразрывную дружбу 26 лет. Он, овладев Ганжою, разделял с ним ежегодную дань, поставив в городе с обеих сторон правителей. Порта, не находя адребежанских ханов сильными, вытеснит наши оттуда войска. Дагестанцев нетрудно удержать от неприятельских действий против Грузии небольшими деньгами. А сим способом царь, привлечая их в службу свою, может не только легко управиться с адребежанцами, но утвердить по-прежнему Ганжу и Еревань. Картина Грузии или описание политического состояния царств Карталинского и Кахетинского. 1793 год. Это книга конца 18 века, где описывается грузинское государство и его отношения с соседями, и там множество упоминаний неких адайбежанцев или адайбежанских ханов. Как вы думаете, кто бы это мог быть? Убежден, что азербайджанцы на этом моменте скажут: ну вот же, это же о нас пишут, вот и доказательства, но не спешите. Обычно в таких случаях те, кто считает, что азербайджанцев создал Сталин, объясняют подобные упоминания так. Само слово «Азербайджан» обозначает область, и потому всех, кто там жил, называли азербайджанцами, от названия местности. Пожалуй, я с ними соглашусь, ведь действительно Азербайджан – это название вот этого вот участка земли, и именно от него и пошло слово «азербайджанец». Но действительно ли оно обозначало всех, кто там жил? Внутри Мугани кочевали с давних времен, со времени владычества персов, шахсевинские племена тюркского происхождения, проживавшие в Персии. В 1886 году это кочевание было воспрещено. Оседлое же туземное население, принадлежащее к татарскому азербайджанскому племени, располагалось с давних времен вдоль берегов Куры и Аракса и около Талышинских гор. Новая угроза русскому делу в Закавказье. 1911 год. Как видите, здесь слова «татары» и «азербайджанское племя» выступают как синонимы. Это позволяет нам понять, о ком именно ведется описание. Но я допускаю, что для кого-то и этого может быть недостаточно. Для наибольших скептиков я нашел следующую цитату. Азербайджанцев называют татарами, но это совершенно не точно, если относить притом татар к монгольскому племени. Если в жилах азербайджанцев и есть татарская кровь, то лишь как результат монгольского нашествия времен Батыя, Мангу и Хулагу-хана. Такого же рода результаты остались и после арабов. Доселе в Восточном Закавказье попадаются люди арабистанского типа и даже напоминающие мулатов, с очень темной кожей и курчавую шерстью на голове. По основному же происхождению азербайджанцы, тюрки-туранцы, кровные родственники древних агузов, сельджуков, современных турок и курдов. Кавказ. Русское дело и междуплеменные вопросы. 1904 год. Надеюсь, вы замечаете, все эти книги, что я показываю, написаны в 18, 19 или начале 20 века, то есть до установления советской власти и тем более задолго до того, как Сталин создаст азербайджанцев. Вот мы плавно подходим к тому, что слово «азербайджанец» обозначало не только жителя этой области, но именно человека, использующего азербайджанский язык и считающего себя частью тюркской цивилизации. О генетической составляющей и об этногенезе азербайджанской нации в целом мы в этом видео не вспоминаем, так как это особая большая тема, она достойна отдельного выпуска.
Если вы хотели бы увидеть такое исследование, то не забудьте поставить лайк и написать об этом под видео. Так я пойму, что вы хотите знать, действительно ли азербайджанцы скакали с самого Алтая на Кавказ, можно ли их вообще считать кавказцами и кому они генетически ближе. Что ж, а мы едем дальше. Не только в книгах той эпохи, но и в официальных документах мы видим использование словосочетания «Азербайджанские ханства», как в этом письме хана Гянджинского Джавад-хана. Оно находится в книге с документами той эпохи, изданной в Тифлисе в 1866 году. А сейчас давайте заглянем в официальные энциклопедии 19 века и оценим их взгляд на несуществующую национальность. Язык так называемых азербайджанских татар, составляющий главную массу населения восточной половины Закавказья. Это тюркское наречие, подвергшееся сильному влиянию персидского языка, называется азербайджанским по имени персидской провинции, пограничной с Закавказьем. Энциклопедический словарь Брагауза и Ефрона. 1894 год. По форме черепа персы, курды и азербайджанцы вообще представляют значительное сходство. Отличаясь заметно от армян-евреев, а также и от южных, более смуглых и низкорослых бахтиаров, сузианцев и так далее. Энциклопедический словарь Брагауза и Ефрона. 1898 год. Шуша – уездный город Елисавет Польской губернии. Жителей 25 656 человек, в том числе 56,5% армян и 43,2% азербайджанских татар, остальные русские и евреи. Энциклопедический словарь Брагауза и Ефрона. 1904 год. На Кавказе татарами называют азербайджанцев и горских татар. Азербайджанцы живут главным образом в Елисавет-Польской, Бакинской, Ереванской, Тифлисской губерниях. Энциклопедический словарь Брагауза и Ефрона. 1907 год. Как видите, чуть ли не в каждом выпуске энциклопедии 19 и начала 20 века можно увидеть описание азербайджанцев. Думаю, очевидно, что тут четкое упоминание одного этноса, а не нескольких национальностей, живущих на востоке Южного Кавказа. Известно также, что довольно много заметок об Азербайджане сделал российский дипломат, поэт и статский советник Гайбоедов. К сожалению, большинство его писем и заметок нелегко найти в свободном доступе, но каждый из вас без усилий отыщет словарь языка с пояснениями к написанным им документам. Здесь используются его цитаты. Для удержания азербайджанцев от возмущений, когда узнают, что их назад отдадут. От шаха имеют повеление не щадить азербайджанцев как изменников. Эти слова относятся к началу 19 века. Как видите, тогда еще не было устойчивого понимания, как называть азербайджанцев, потому вы можете находить некие отличия в нескольких буквах от документа к документу. Но сути это не меняет. Нам абсолютно понятно, по отношению к кому использовался данный этноним, и он являлся синонимом к такому названию, как закавказские татары. Когда в конце 19 века составляли посемейные списки и вели учет национальностям, основываясь на языке общения, оба этнонима считались взаимозаменяемыми. В 1890 году издается книга с описанием южных и азиатских земель, где один из учтенных языков имеет четкое название – азербайджанский. Естественно, это не может быть объединенный язык множества национальностей. Спустя 6 лет выходит в свет учебная книга «Татарская азбука азербайджанского наречия», где опять-таки два этих названия выступают как синонимы. В 1880 году составляется этнолингвистическая карта Кавказа, где большую часть нынешнего Азербайджана и значительную часть нынешней Армении населяет единый этнос. Заглянув в описание, мы находим там надпись «Азербайджанские татары». Они вместе с кумыками, нагайцами и остальными отнесены к так называемому монгольскому типу. В 1887 году составляется подобная схема, и снова мы видим в описании знакомое нам словосочетание. Их также вместе с кумыками и нагайцами относят к общему алтайскому отделу.
Как я уже упоминал выше, по поводу того, насколько азербайджанцы алтайцы или монголы, мы с вами выясним в отдельном видео. Сейчас нам нужно установить фокус на том, что понятие азербайджанец используется исключительно по отношению к одному этносу, использующему язык из так называемой алтайской языковой семьи. Я думаю, что даже самые отважные скептики убедились в том, кого называли азербайджанцами до Советского Союза, и действительно ли их создал Сталин, смешав несколько национальностей, живущих на Южном Кавказе. Но если еще остались те, кто на каждый показанный мною документ находил собственное объяснение, то для вас напоследок я оставил самое вкусное. 1882 год. Газета «Кавказ», издаваемая в Тифлисе. Там публиковались сведения со всего Кавказа, и вот одна из статей под названием «Школьная жизнь у мусульман». Азербайджанцы говорят исключительно по-тюркски и учатся персидскому языку только как иностранному языку. На этом можно заканчивать наши исследования на тему, действительно ли Сталин так сильно любил азербайджанцев, что создал их буквально с нуля. Помните о том, что если вы хотели бы узнать больше об азербайджанцах, то ваши лайки, комменты и подписка на канал для меня станет лучшим показателем, а также послужит дополнительной мотивацией к созданию подобных видео, основанных на документах. Пишите внизу ваши впечатления от этого выпуска и не забывайте поделиться этим видео в соцсетях. А на сегодня у меня все. Мир вашему дому.